Это Анадырский лиман. А это 8-й причал на Анадырском лимане. Точнее, на левобережье Анадырского лимана. Всем привет! С вами Веленыч. И сейчас мы находимся на 8-м причале на левобережье Анадырского лимана. На территории бывшей когда-то воинской части, которая находилась возле 8-го причала. Вот сегодня мы посмотрим, что от нее осталось. Это бывшая войсковая часть 93-985, еще называлась узел связи. То есть здесь располагались связисты. Это бывший плац перед казармой. Ну, казарма, как мы видим, уже сгорела. Останки от нее справа от плаца. Ну, а там правее видна полуразрушенная котельная, двухэтажное здание. Это руины казармы. Как видим, она уже сгорела. Тут видны останки кровельного железа. Это останки крыльца, вход в казарму. На ограждении крыльца мы видим эмблему узла связи, молнии и крылышки. Сгоревший пустой сейф. Горелое кровельное железо. Накопительная емкость для воды. Деревянная стена сгорела, осталась штукатурка, нанесенная на сетку рабица. Это спортивный городок. Турники, импровизированная боксерская груша. Останки гимнастических брусьев параллельных. Вид на Анадырский лиман со стороны спортивной площадки. А вот это руины генеральского коттеджа. Сначала я его принял за баню.
Это сгоревшая стена генеральского коттеджа. Вот видно горелый брус. Останки фундамента. Здание, по всей вероятности, располагалось под прямым углом к берегу Анадырского лимана. Возможно, где-то здесь находился штаб. Мы вновь вышли на плац и сейчас пойдем в сторону разрушенной котельной. Это бывшая котельная. Но впереди мы видим останки теплотрассы. Вот сваи, тут трубы раскуроченные, задвижки. Дымоходную трубу, как мы видим, уже демонтировали и, по всей вероятности, отправили на металлолом. 1977 год. Дата постройки котельной. Вот видим надпись на дымоходе. А это останки растяжек, которые держали дымоходную трубу. Здесь была линия углеподачи. Дверной шарнир, сделанный из гусеничного трака. Котельная, вид изнутри. Упавшие перекрытия. Обрушенная крыша. Упавшая балка, которая поддерживала перекрытие. Ну, а на стене мы видим надпись: «Растопка печей мазутом запрещена». Это корпус от насоса. Солдатский сапог. Фильтр от противогаза. Кабина бывшего грузовика ЗИЛ-157. Останки грузовика ГАЗ-66. Сгоревший кунг от автомобиля ГАЗ-66. Остался один каркас стальной.
первая ступень от ракеты С-75. Точнее, кусок первой ступени с реактивным соплом. Останки военной техники. Останки фундамента строений. Вот там дальше дорога на 8-й причал. Здесь тоже какое-то было строение. Видно останки бетонного пола. Вот дальше сваи, деревянные обрубки. И вот так это строение располагалось параллельно дороге к 8-му причалу. Вот там мы видим брошенную котельную. А вот и за спиной у нас дорога на 8-й причал. Строение было очень длинное, ну где-то метров 100 примерно длиной, приблизительно. И вот она располагалась параллельно дороге к 8-му причалу. То есть что это было, я не знаю, может это какой-нибудь склад, может казарма. Это длинное строение, похоже, тоже сгорело. Вот видно обгоревшие сваи и сгоревшая штукатурка. Останки печки. Красный кирпич, из которого была сложена печка. Ну вот мы закончили на сегодняшний день экскурсию по заброшенной воинской части, которая располагалась возле 8-го причала Анадырского лимана. На сегодня это все. С вами был Веленыч. Всем всего самого доброго, самого наилучшего. До свидания, до новых встреч. Но отдельно я сейчас попробую перейти дорогу и посетить вот тот вот заброшенный объект. Бывшая воинская часть связи.